Приветствую вас на канале Bizarre World, меня зовут Макс. Сегодня я вам расскажу про страну отшельника. Страну, о которой, кажется, забыл весь остальной мир. Знакомьтесь, это Новая Зеландия. И я вообще не понимаю, что происходит на картах мира с Новой Зеландией. Почему ее постоянно игнорят во всем мире. Но давайте-ка обо всем по порядку. Погнали! Итак, Новая Зеландия. Где же она находится? По сути, это очень удаленное от Европы государство на юго-западной части Тихого океана, расположенное на двух крупных островах, незамысловато названных Северный и Южный, и еще приблизительно на 7 сотнях других мелких островков. Новая Зеландия является по сути страной-загадкой, лакомый кусочек для любителей экзотических путешествий. Государство в силу своего географического расположения изолировано от остального мира. Ближайшим крупным соседом Новой Зеландии является Австралия, которая находится в каких-то 1700 километрах отсюда и отделена Тасмановым морем. Также среди ближайших государств стоит назвать Новую Каледонию, до которой всего-то 1400 километров, а также Тонга и Фиджи, 1800 и 1900 километров соответственно расстояния. Нормально, да? Площадь страны с учетом всех островов составляет 268 680 квадратных километров. Численность населения не очень велика, около 5 миллионов человек. Столица город Веллингтон с населением 418 тысяч человек. Валюта – новозеландский доллар. Итак, теперь вы знаете, где находится Новая Зеландия и кое-какую о ней информацию. Ну а теперь самое интересное. Как оказалось, Новую Зеландию все время забывают показать на карте мира. Да-да, я не шучу. Сейчас я вам это докажу и покажу. Перед вами кадр рекламы. Да-да, американской рекламы. Карта мира, на которой учительница показывает, собственно, в школе, что такое мир. И, как мы видим, Новая Зеландия в мир, так сказать, не входит. Она где-то за пределами мира. Ну окей, вы думаете, это единичный случай. А как вам, например, сувенир? Не от кого-либо, от Universal Studio, которая, так сказать, делает фильмы, мультики там и так далее. Вы здесь видите Новую Зеландию? А это, между прочим, коллекционный глобус, сувенир ценный. Нет Новой Зеландии. А как вам плакат в греческом супермаркете? Здесь все так подробно расписано, даже по секторам распределили. Северная, Южная Америка, Евразия, Азия, Африка, Австралия. Но где же Новая Зеландия? Греки, как же вы могли? Как вам, например, обучающая детская книжка? Это детская книга по географии мира Джо Коулу. Вы посмотрите на мир. Здесь как бы есть все, но нет Новой Зеландии. А зачем детям знать, что существует Новая Зеландия? Конечно. А вот обычные глобусы в магазине. Тут как бы есть все континенты, но опять же Новой Зеландии нету. А это красивое граффити на спортплощадке в США. Видимо, детям не нужно знать о существовании Новой Зеландии. Ну а в целом красиво получается. Вот только Новой Зеландии опять же нет. Представляете, как обидно жителям Новой Зеландии, что их постоянно нет на картах. Вы думаете, ну блин, она же не вмещается. Ну как вам такое? Это карта игры Battlefield 2042. Здесь вмещаются практически все континенты. И Новая Зеландия, справедливости ради, как бы формально есть, но ее вообще не видно практически. Она где-то там в тени от какой-то надписи с названием Сидней.
А это настенная карта в одной из школ европейских. Мало того, что здесь нет Новой Зеландии, так и тут и Австралия как бы частично так срезана. А вот еще одна карта мира в школе США. Какой-то жестокий, не побоюсь этого слова, обрезанный мир. Здесь и помимо Новой Зеландии, так сказать, посрезали части некоторых стран. Вы думаете, эти карты, так сказать, рисовались, делались в школах, могли ошибиться? Как вам такое? Это журнал Time популярный. Глобальное потепление, о котором не узнает Новая Зеландия. Да-да-да. Есть даже Антарктида, но нету Новой Зеландии. А зачем? В Новой Зеландии там у них ни глобального потепления, ни глобального похолодания, ничего у них нет. Эта настенная карта мира продается в одном из интернет-магазинов. Все вроде классно, профессионально. Но опять же, карта обрезана и Новой Зеландии, так сказать, нету. С Новой Зеландией случаются ляпы даже в фильмах. Как вам, например, кадр из фильма «Лига справедливости», на которой, так сказать, нету Новой Зеландии, друзья. Какая-то это Лига несправедливости, ей-богу. Посмотрите, ну нет тут Новой Зеландии. А вот эпичный макет планеты Земля в Нью-Йорке, где тоже, как вы догадались, нет Новой Зеландии. Она все время не вмещается. Возможно, макет делали по картам из школы. Тогда Новая Зеландия как бы и особо не нужна. А как вам немецкая карта из учебника террористических атак? Ну, тут, думаю, Новая Зеландия как раз рада, что ее нет на карте. Так сказать, слава богу. Тут везде всякие террористические атаки, а Новая Зеландия там где-то за картой спрятана. Ну вот инфографика, карта системы исчислений. И тут нет бедной Новой Зеландии. Какая у нее система исчисления, непонятно. Вот сцена ТВ новости в Соединенных Штатах Америки. Опять куда-то пропала Новая Зеландия. Ну что уж, в Америке получается, если уж на телевидении Новой Зеландии на карте нет, то, так сказать, они ее, видимо, просто не видят. И не по-другому я не знаю, как это объяснить. Насмотревшись телевизионных шоу, сделав себе, так сказать, татуировку, чувак забыл, что Новая Зеландия существует. Да, даже на татуировках ее нету. И самое обидное, друзья, между прочим, эти глобусы продаются в одном из магазинов в той же самой Новой Зеландии. И на этих глобусах нет Новой Зеландии. Да, это обидно, обидно. Некоторые пользователи в сети даже решили постебаться над Новой Зеландией. Как оказалось, даже глядя с космоса, космонавты американские не видят Новую Зеландию. Вот здесь, между прочим, Австралия. Ну и, наконец, друзья, когда Новая Зеландия обиделась на весь мир, она сделала себе вот такую карту мира, где нету никого, кроме Новой Зеландии. А что, так можно было, что ли? Чего не смеетесь-то? Поддержите ее лайком и подпишитесь на канал. Ведь она такая несчастная, ее все забывают, и все о ней, так сказать, не помнят. А она на самом деле-то существует. Да. Всем спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.